Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой двигатель, который называется GP10. Этот двигатель видел все в этой жизни, можете заметить. Я его нашел у своего друга Виталика в подвале. Он мне его отдал на обзор, потому что он уже отлетал свое и отлетал очень много раз. Обратите внимание, здесь даже похоже были сорваны резьбы, винты заменены на новые. На те, которые были в наличии. Здесь я увидел, какая-то прокладка установлена. Жалко, нет иглы. По-моему, что-то здесь было оторвано и запаяно. Не хватает здесь штуцера, похоже. Похоже, это что-то неродное уже установлено. Это не беда, ребята, мы его сегодня по-любому запустим с этим карбюратором, либо футорку поставим. В общем, по-любому он у нас запустится, и мы посмотрим, как работает этот старый двигатель, что он еще может. Ну а для начала разберем, посмотрим, что там у него внутри, какие износы. А может быть и нет износа никакого? А как вы думаете? Для начала можно обдуть его очистителем тормозов. Растворить всю эту грязь. Так, пусть раскисает. Следующую деталь, а то так расход большой. Ну вот как-то так. Можно теперь разбирать. Смотрим, что у нас здесь под башкой. Прокладочка какая-то непонятная, интересная, но она есть. Да, в принципе, все как всегда, как обычно. Гильзочка, которая, как обычно, не вытаскивается. Задняя крышка, прокладка осталась на месте. Видно люфт шейки коленвала. Видно, что движочек качественный, шатун с бронзовой вставкой. Гильза. И смотрим, что с шатуном. Так, шатун вполне нормальный. Мне кажется, ребят, двигатель этот еще будет жить. О, смотрите, какое здесь окно. Ничего себе. Так, стояло оно вот так. То есть здесь хитрая продувка какая-то. Вот это да. Такого я еще не видел ни разу, чтобы было окно. В поршне сделано таким способом. Ну круто, чё. В принципе, люфтец здесь вот конкретно небольшой. Вполне себе, похоже, живой двигун. Какие-то есть налеты небольшие. Но то, по-моему, поправимо. По-моему. Гильза без задиров. Тоже, в принципе, в достойном состоянии. Хотя вот что-то там... Что-то есть. Минимальные задиры есть. Но работать, друзья, работать обязательно он у нас будет. Так, ну кроме карбюратора, здесь все вроде бы норм. Можно собирать обратно. Немножко смажу все. Вот здесь самый большой зазор. С этим уже мало что можно сделать. Слушайте, да нормальный двигатель, похоже. Он вот тут в верхней точке даже немножечко подзакусывает, как и положено. Кроме карбюратора вот этого, никаких проблем здесь я не вижу. Ну вот движочек и собран. Осталось разобраться с иголочкой, вкрутить свечку и можно пробовать. Здесь даже вон отверстия какие огромные просверлены. Офигеть! Виталик принес родную иголку. Нашел у себя в гараже. Поэтому колхозить ничего не придется. Интересно, заработает ли он вообще после столь долгого простоя? Он лежал вообще там в темноте, в какой-то плесени. Это просто дичь какая-то. Да. Хочу попробовать его с винтиком от МК-17. Легендарного моторчика авиамодельного. Вот это, ребята, легендарный двигатель. И здесь есть винтик. Винтик для 1,5-кубового мотора.
Думаю, он здесь будет нормально смотреться. Здесь где-то 1,6 объем. Накручиваем и пойдем пробовать, будет ли он работать или не будет ли он работать. И как он будет работать. Даже диаметр подходит. Только колечко надо вынуть. Ну, с этим-то мы быстро справимся. Оп. МК-17 рабочий, кстати. Ребята. Я его уже заводил когда-то очень давно. Это тоже подарок от подписчика. Вот даже есть письмо от подписчика. Движок в ваши надежные руки. Привет из Киева. Желаю удачи. Вот так вот, ребята. Так, зажиманто. Попробую заводить без стартера. Так оно гораздо интереснее. Много неожиданностей. Оп, 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 оп. Отлично. Свечка стоит. Все на месте. Итак, я подготовился. Попробую сначала по-пацански завести. То есть ручками. Вот так вот. Итак, погнали. Там вообще шуршание есть какое-нибудь? Так, этот уже разрядился один запальник свечной. Второй еще работает, красненький. В общем, это двигатели калильного типа. Нужно подать накал на свечу, а потом, когда он заведется, накал можно снимать, и он самоподдерживается. Что-то не получается ничего. Вообще вспышек не дают. Ну тут компрессия на грани фантастики, если честно. Такого я, по-моему, еще не юзал двигателя ни разу. Что-то мне кажется, тяжко будет его завести. Попробовать подогреть головку. Будет ли толк? Топливо 15% нитрометана. Ой, горячая такая. Что-то я даже не знаю. У меня уже рука устала. Вообще даже вспышек не дают. Ну как это так? Как такое может быть? Еще раз свечу. Ну красная. Видно, что краснеется, должно заводиться. Но почему-то не желает. Ладно, еще чуть-чуть попробую, потом стартером будем мучить. Да не, ребят, не. Так дело не пойдет. Только стартером. Давайте сразу попробуем. Как пойдет. Так, топливо здесь открыто, да, и плюс я туда запшикиваю. Стартер делает свое дело. Как-то очень слабенько работает. В режим не выходит, хотя я пытался накручивать. 9000 оборотиков всего-навсего. Так, понял, в чем проблема. Иголка сильно не закручивается. То есть я ее до упора закрутил, а ее нужно еще дальше закручивать. И тогда он будет выходить в режим. Но вручную завести оказалось его нереально. Еще есть желание попробовать с маленьким винтиком, но надо победить иголку. Подрасточил немножко, теперь иголка дальше закручивается. И вы знаете, что еще я заметил? Такое ощущение, что какое-то подобие компрессии появилось после того, как он чуть-чуть поработал. Видно, притерся, так как я его разбирал.
Ему пришлось заново притираться. Сейчас будем пробовать еще. В этот раз, мне кажется, он получше будет работать. Ну вот, по крайней мере, можно настроить на максимум. Тяга космическая, целых полкилограмма. Фантастика! Честно говоря, я рад, что удалось вывести его в какой-никакой режим. Даже полкилограмма тяги получили. У меня, кстати, ребята, есть двигатель, который практически не имеет тяги. Но крутится и звенит гораздо круче, чем этот. То есть шуму создает гораздо больше, а тяги не имеет. Вообще-то много интересных двигателей. Кому интересно возобновление этой рубрики, пишите в комментариях. Буду периодически снимать такие видосы. Движочков у меня интересных еще очень много. Ну а сейчас мы с вами попробуем поставить маленький винтик, чтобы получить безумные обороты. Здесь мы уже более точно сможем посмотреть оборотики, потому что есть светоотражающая полоска. И тахометр будет более точно показывать. С маленькими обычно бодрее работает. Стартуем! Нифига себе! Немножечко форс-мажорное обстоятельство. Еле увернулся. Ху-ху-ху. Жестко. Упорол он в ящик и заглох. Так, да? Блин, ребята, ну вот в таких условиях мы это и делаем. Не повторяйте, ни за что не повторяйте. Видите, сломался винтик. Тяга была 300 грамм. Я держал весы и хотел еще раз замерить, потому что тут зафиксировалось. И как-то вот соскочило оно с крючка. Рыбка с крючка соскочила. И я еле успел увернуться. Пошло вокруг. Вот так вот. Как раз в меня. Ну, ладно, в общем-то протестировали, все отлично, минус 200 рублей за винтик, хотя я его еще могу укоротить, он еще послужит. Ну, движочек, ну не знаю, конечно он не живой, но и не мертвый, работает прикольно, зуззит, 19 тысяч оборотов выдает. У меня, ребята, на этом все, кому интересна такая тема микродвигателей, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. У меня их много, буду периодически тестировать. Всем пока, до новых встреч. Да, или хотя бы вот этот моторчик с овальной гильзой. Очень интересно он себя ведет. Он то работает, то не работает. Тоже можно обзорчик сделать. Тоже очень интересный и оборотистый двигатель.